Вера, исполинского размера материнский корабль класса «Виверн», стоял пришвартованный к звездной станции. И еще с начального периода освоения морей и океанов каждый капитан давал имя своему судну. Кто-то предпочитал грозные имена, вроде «Непобедимый» или «Уничтожитель». Романтики же называли корабли именами своих возлюбленных – Жозефина или Адель. Тысячелетия спустя, в начале покорения космоса, когда верфи на орбитах планет спустили первый межзвездный крейсер, старая добрая традиция получила вторую жизнь. Имя для Веры выбирала не я. Корабли подобного класса выпускаются крайне редко и обычно имеют долгую историю. С момента ввода в эксплуатацию многочисленный экипаж корабля может несколько раз смениться. То же касается и капитана. Ввиду того, что подобные монстры предназначены в первую и главную очередь для межгосударственных войн, его размеры просто потрясают. Длина корабля более 3 километров, ширина – полкилометра, а масса – 1,5 миллиона тонн. Численность команды около 2000 человек. Не стоит забывать о том, что этот корабль представляет собой грозное оружие. Нет, здесь нет крупнокалиберных орудийных установок или сверхмощных лазеров, наподобие тех, что устанавливают на дредноуты. Здесь нет оружия судного дня титанов, способное стереть целый континент с лица любой планеты. Главное наступательное вооружение представляет собой звенья истребителей. В отличие от широко распространенных дронов, автоматизированных модульных систем, каждый истребитель пилотируется живым пилотом. Сочетание брони и сфероволокна, огромной скорости и маневренности со способностью человеческого мозга к принятию нетривиальных решений в боевой ситуации, а также смертоносные пушки и тяжелые торпеды делают любой истребитель грозной силой, превращая корабль противника в легкую мишень. Кроме того, базирующиеся на палубах этого корабля бомбардировщики несут сверхтяжелые торпеды для орбитальных ударов и уничтожения инфраструктуры врага. Корабли класса «Виверн» называют не иначе, чем материнскими кораблями, потому что нутро этого корабля служит перевалочной базой, ремонтными доками, пунктом дозаправки и пополнения боекомплекта для основного состава флота. Уничтожить корабль сверхбольшого тоннажа крайне сложно, поэтому даже в случае колоссального ущерба и гибели большинства личного состава подобный корабль можно отремонтировать и вновь поставить на боевое дежурство. Меня зовут Кара Корбрей, и сегодня капитан этого величественного корабля я. В отличие от моих предшественников, я никогда лично не стояла на капитанском мостике этого судна, ведь я пилот-капсулир. 3 года назад корпорация выкупила корпус Веры с ремонтных верфей государства Калдари. Корабль был сильно поврежден. Однако я даже боюсь представить, какую кругленькую сумму обошлась эта сделка. Затем корпорация приступила к модифицированию систем корабля. Ключевой идеей проекта стало оснащение судна нейронным интерфейсом. Новая эра современных технологий позволила одному единственному человеку, пилоту-капсулеру, заменить большинство систем управления. Посредством малоизученной технологии таинственных джавиан пилот-капсулир помещался в гидростатическую капсулу, где его тело пребывало в специальном химическом растворе в состоянии полного покоя, в то время как разум подключался к компьютерным системам корабля. Таким образом, основные системы контролировались пилотом напрямую, минимизируя задержки передачи сигнала, команд и реакции. Конечно, небольшим фрегатом можно было управлять одному, однако столь огромным кораблем, как Вера, конечно же нет. Однако большинство офицерского состава
просто не требовалось. Поэтому сейчас личный состав моего судна – это всего 263 члена экипажа и 251 пилот истребителя и инженерный персонал. Никто из них никогда меня не видел. Я всего лишь голос из коробки. Это сродни искусственному интеллекту с единственной разницей, что я живая. Пусть в этот самый миг мое тело безвольной куклой плещется в густой жидкости капсулы, а весь спинной мозг пронизан соединительными клеммами, но мой разум – это единое целое с кораблем. Против меня невозможно поднять бунт, меня невозможно обмануть, и от меня не скрыться. Я истинное воплощение живой машины. Я не умею читать мысли, но я почти ощущаю их присутствие. Я слышу, как они ходят по палубам, чувствую, как они нажимают кнопки пультов управления. Я рассчитываю, сколько кислорода потребуется системе жизнеобеспечения. Я вижу, как они играют в карты на нижних палубах. Также я ощущаю их любопытство и страх. Страх, связанный со мной. Несмотря на то, что технология капсул получила уже достаточно широкое распространение, сознание людей не было столь гибким. Для многих из них было сложно представить, каким образом капсулир управляет судном без привычной модели взаимодействия капитана звездолета с командой офицеров и экипажем. И именно по этой причине капсулиры были окружены ореолом мистики и загадочности. Последний транспортный челнок прибыл в грузовой отсек более минуты назад. Все было готово. Со всех бортовых систем стали поступать отклики о максимальной боевой готовности. Я мысленно отдала приказ отключить швартовочные лучи. Задав координаты цели для прыжка, я активировала гиперпортальный маяк. Корабль вошел в гиперпространство зоны перехода. Звездный прыжок, как всегда, вызывал ощущение растянутости времени. Корабли сверхбольшого тоннажа оснащались особой силовой установкой, способной искривлять материю пространства, используя схожие с червоточиной научные основы. Созданный портал мгновенно переносит корабль на расстояние в несколько световых лет. Червоточина позади корабля схлопнулась, и мы оказались в новой звездной системе, далеко от границ известных империй Нового Эдема. Мертвый космос. Так мы называли этот слабо изученный, удаленный участок Вселенной. Каждый год команды исследователей отправлялись в свободное плавание, активируя древние врата, нанося на звездные карты все новые и новые системы. Границы Нового Эдема куда обширнее, чем думают большинство граждан. Я мысленно активировала навигационные системы корабля. Сканер дальнего радиуса непривычно пискнул и затих. На расстоянии 14 астрономических единиц не зафиксировано ни одного корабля. Внимание экипажа! Зазвучал мой голос в динамиках по всему кораблю. Мы благополучно вышли из зоны перехода в системе HJ01D. Все системы функционируют в штатном режиме. Продолжаем выполнение целевой программы. В системе располагается аванпост корпорации, отдаленный исследовательский центр КИБа-4, гражданские и ученые. Численность 351 человек. 3 недели назад с комплексом была потеряна связь. По неподтвержденным данным, причина – выход из строя системы дальней связи. Мы были выбраны советом директоров для быстрого реагирования. Основная задача – прибыть на станцию и обеспечить безопасность гражданского населения, восстановить связь. Знаю, местечко неприветливое. Иногда я позволяла себе отступление от устава. Сделаем свое дело и убираемся отсюда. За работу. Голографическая карта системы перед моим виртуальным взором была лишним подтверждением вышесказанному. Пульсирующий белым светом огненный шар местной звезды класса B5
блекло освещал 6 планет. Наиболее близкие к звезде представляли собой безжизненные пустыни песка и камня. Те, что подальше – газовые гиганты, а удаленные планеты были покрыты толстым слоем льда и снега. Достаточно удручающее зрелище, должна признать. Но раз у корпорации здесь своя исследовательская колония, значит все гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Я мысленно подала сигнал на активацию двигателей. Привычный гул запуска плазменной силовой установки производства корпорации Colokioto Industries заставил задрожать весь корпус корабля. Вера медленно набирала скорость. Ввожу координаты места назначения. Скопление астероидов, сектор HH9G. Стандартные рапорты за долгие годы стали чем-то сродни мантры. В один момент мне даже стало казаться, что добрая половина совершаемых моим полукомпьютерным сознанием действий происходит на автоматическом режиме. Разгон на цель. Тем временем корабль плавно лег на левый борт, согласно заданному мной вектору. Потребовалось не более минуты, прежде чем двигатель вывел судно на максимальную скорость. Экипажу приготовиться к варп-прыжку, скомандовала я. Варп-двигатели корабля позволяли совершать прыжки на небольшие расстояния в пределах одной Солнечной системы. Это могло потребоваться для быстрого перемещения между известными координатами. Несмотря на самые современные технологии, навигация в космосе еще была далека от совершенства. Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, варп. Warp drive active. Подтвердил команду голос Ауры, искусственного интеллекта корабля. Судовые двигатели взревели, набирая максимальную скорость. Спустя мгновение произошел запуск варп-двигателя, и огромная стальная машина, искривляя пространство и время впереди себя, на чудовищной скорости, чуть превышающей 1,5 астрономические единицы в секунду, устремилась к заданной цели. Именно в такие мгновения сердце каждого члена экипажа замирает в каком-то странном ощущении, сродни ожиданию и страху перед неизведанным одновременно. Многие утверждали, что в эти долгие секунды ожидания ты невольно вспоминаешь своих родных и близких. В самом начале карьеры, еще будучи пилотом простого транспортного корабля, до того, как стать пилотом-капсулиром, я гнала подобные мысли прочь, списывая байки бывалых на простой страх. Действительно, ни для кого не секрет, что частенько варп-установка корабля взрывалась, разнося груз и весь экипаж на атомы. Именно поэтому, на мой взгляд, большинство явно испытывало суеверный страх перед прыжком. Тем временем бортовой компьютер отслеживал расстояние до выхода из варп-режима. После того, как варп-двигатели отключились, корабль стал медленно сбрасывать скорость до субсветовой. Вспышка света, и Вера предстала во всем своем великолепии в лучах заката местной звезды. После того, как успокоились электромагнитные вспышки варп-режима, я мысленно отдала приказ выпустить дроны наблюдения. Будучи моими цифровыми глазами, десятки умных машин выстроились вокруг корабля, проецируя в мое сознание единую картинку пространства. Местная звездная система являлась типовой и ничем не примечательной. Опираясь на данные разведзондов, планеты были непригодны для колонизации. Луны также не представляли особой ценности, однако многочисленные пояса астероидов и льда изобиловали редкими минералами зидрин и мегацит. Именно поэтому исследовательская станция располагалась в астероидных поясах. Они собирали данные о залежах минералов. Наверняка эта информация представляла большой интерес для корпорации. Поэтому на защиту колонистов отправили столь грозную силу. Пеленгатор характерно пискнул,
Я почти на месте. Вера сбрасывала скорость, останавливаясь перед огромным скоплением астероидов. Бортовой сканер сходил с ума от большого количества сигнатур. Должно быть, это неплохая маскировка для дальнего форпоста корпорации. Миллиарды камней различного диаметра и формы плотным слоем усеивали все пространство вокруг. Величина некоторых из них в сотни раз превышала размер корабля. Засечь здесь станцию было сродни поиску иголки в стоге сена. Открыть каналы связи. Хиба-4. Говорит командор Кара Корбрейв. Звездолет Вера. Мы прибыли по приказу корпорации. Прошу выйти из радиомолчания и доложить по уставу. У меня не было ни малейшего желания возиться с этими колонистами. В такой отдаленной системе, в стороне от пути исследования торговых караванов, за прекрасным естественным укрытием этой станции явно ничего не угрожало. Однако излишняя секретность, проявляемая колонистами, изрядно действовала мне на нервы. Мгновение позже сканер все-таки засек датчик станции. Лейтенант Дакамото. Обратилась я к одному из своих офицеров. На связи. Привычным неприветливым голосом ответил суровый мужчина из народа Акура. Я всегда испытывала некую неприязнь к этим странным людям, а они составляли львиную долю моего экипажа. Они казались замкнутыми и высокомерными. Однако больше всего меня раздражала эта показная неэмоциональность, присущая всем Акура черта. Как бы то ни было, Акамото был прекрасным офицером, и приказы он исполнял с надлежащим усердием. Грузите оборудование для ремонта в шаттл и отправляйте команду инженеров. У меня нет ни малейшего желания здесь торчать. Слушаюсь, Кайсадона. Сухо ответил он. Я слышала, как он отдавал распоряжение, но это было где-то на очень далеком фоне. Мое внимание полностью сосредоточилось на астероидном поле. Корабль такого большого тоннажа, как Вера, не смог бы даже приблизиться к станции. Она находилась в ущелье одного из крупных астероидов. Вероятно, когда-то это было обломком планеты или спутника, ныне удерживаемым вместе магнитным полем местной звезды. Станция была крупной и представляла собой несколько модульных блоков, в которые, по всей видимости, располагались исследовательские центры. Рядом были жилые помещения, чуть в стороне инженерные устройства для подачи энергии и фильтрация системы жизнеобеспечения. Чуть в стороне находилось еще несколько блоков, назначение которых для меня было полной загадкой. Приближающийся шаттл попал в поле зрения моих дронов. Крохотный транспортный корабль приближался к главному стыковочному узлу станции. Я переключила камеры на шаттл. По мере приближения к астероиду моему взору стали открываться множество доселе незаметных деталей. Различные модули, скрытые в тени глубоких ниш. В кавернах ощетинились острыми антеннами датчики, сканеры, буровые лазеры. Здесь был настоящий рай для предприимчивого космического шахтера. Все это так удачно скрывала большая ниша астероида, так что лучшего местоположения для базы было сложно представить. Шаттл-1 запрашиваю разрешение на стыковку. Начались переговоры экипажа. Запускаю стыковочный модуль. Кайсадона! Встревоженный доклад инженерной команды шаттла оторвал меня от созерцания. Докладывайте, Джонс. Фиксирую повреждения затвора шлюзовой камеры. Стыковочный механизм главного дока просто выломан. Передаю данные. Через мгновение проекция камер шаттла была перед моим взором. Подпалины по всему периметру стыковочного дока свидетельствовали только об одном – факте несанкционированного доступа на станцию. Взревела сирена тревоги, оповещая, что неизвестный корабль берет Веру в прицел. Шаттл-1, приказываю немедленно возвращаться на базу.
Еще мгновение, и вспышка взрыва осветила космос, навсегда оборвав связь с шаттлом. «Боевая тревога!» – прорычала я. Встроенные системы капсулы уже впрыскивали нейронный стимулятор в мою кровь, увеличивая скорость вычислительных процессов мозга. Получив мой мысленный приказ, дроны наблюдения осматривали космос в поисках цели. Среди тысячи мелких астероидов скользили десятки крейсеров, а круглые плоскости броневых плит мрачно отражали свет звезды. Торчащие отовсюду антенны издалека напоминали шипы. Их сложно было не узнать. Нация Санша. Мой мозг быстро извлек данные о противнике из базы компьютера. 200 лет назад Санша Кваки был преуспевающим владельцем мегакорпорации Калдари. Основу его бизнеса составляла торговля оружием. В самом разгаре галендо-калдарского противостояния он решил создать собственную империю. Заручившись поддержкой империи Амар, он обратил свой взор на исследование компьютерных имплантов. Официально его силы были направлены на создание нового кибернетического метода контроля рабов, так излюбленных среди Амар. Однако тайно Санша хотел подчинить себе население. Первые эксперименты показали поразительный успех. Воспользовавшись беззащитностью гражданского населения во время войны, Санша увел корабли беженцев подальше от родных систем Калдари, пообещав мир и защиту. На деле все они стали подопытными кроликами его безумных попыток соединить человеческую плоть и компьютерную машину. Когда остальному человечеству стало известно о результатах его работы, Санша был изгнан, а его научные центры были уничтожены. Тем не менее, полуавтоматические корабли этих изуродованных киборгов до сих пор встречаются в отдаленных уголках космоса. Мне вдруг стало безумно жаль несчастных колонистов, которые уже наверняка были подвергнуты ассимиляции и стали новыми рабами машины Санши. Вступать в переговоры не имело ни малейшего смысла. За время службы на флоте мне довелось видеть последствия вторжения этого народа в звездные системы. Сокрушая любую оборону мощными, доработанными версиями амарских лазерных орудий, флот Санша максимально быстро продвигался к наиболее населенным мирам. Затем на поверхность планет спускался корабль-сборщик. У него была лишь одна цель – похищение людей. Сотни и тысячи колонистов безвестно пропали в утробе этих кораблей. Меня прошибает холодный пот, как только я думаю, что с ними стало. У небольшой колонии шахтеров не было ни малейшего шанса. Бортовой компьютер истошно верещал в моем сознании, призывно оповещая о том, что орудийные батареи уже взяли веру в прицел. Корабли противника быстро сокращали дистанцию, выходя на оптимальную дальность стрельбы. Залп кроваво-красных тахионных лазеров разрезал космическое пространство между нами, чертя выжженные полосы на броне Веры. Орудийные системы даже дюжины крейсеров не смогли бы причинить кораблю класса Виверн сколько бы то ни было значимый ущерб. Однако скользнувшие из-за теневой стороны астероида 4 линейных корабля были куда более грозной силой. «Эскадрильи на взлет!» – скомандовала я. Дальнейший ход боя целиком и полностью зависел от умения и опыта боевых пилотов-истребителей. Выходцы с различных миров, эти отважные наемники рисковали своей жизнью, участвуя в подобных боях. Маленький истребитель был оснащен по последнему слову техники, однако в случае серьезного боя выжить пилоту удавалось крайне редко. Тем не менее, корпорация не жалела средств на оплату их услуг, и для многих пилотов это был единственный путь разбогатеть и вырваться из затхлых колоний, разбросанных по всем уголкам нового Эдема.
Только ждавшие мою команду, 3 звена боевых истребителей устремились в открытый космос. Сигма-6, это красный лидер. Вижу противника. 4 крейсера класса «Фантазм» по правому флангу. Расстояние 46 километров. Быстро сближаются. Вас понял, красный лидер. Сигма-6, за мной. Красный лидер, Гамма-2. Еще 6 крейсеров, 38 градусов. Расстояние до цели 12 километров. Иду на сближение. Жду приказов, Корбры Кайсадона. Уничтожьте их. Кратко ответила я. Приказ ясен. Гамма-4, заход на цель. Открываю огонь. Вокруг Веры разгорелся космический бой. Оставляя позади себя бирюзовые следы ионных двигателей, звенья истребителей очерчивали замысловатые фигуры высшего пилотажа, ведя непрерывный огонь по кораблям противника. Бластерные заряды прошивали броню Санша, в то время как крупнокалиберные лазерные установки противника, словно беспомощные великаны, безуспешно пытались следить за назойливыми истребителями. Один из монстров потерял управление и мгновение спустя, не выдержав сконцентрированного огня Сигма-6, взорвался яркой вспышкой. Это красный лидер. Один готов. Гамма-2, слева противник, захожу на цель. Уходи! Эхо помех и предсмертный вопль забил весь частотный эфир. 4 лазерных луча ближайшего линкора шквальным огнем испепелили один из истребителей. Радость победы была явно преждевременной. Гамма-4, вижу цель, запускаю ракеты. Огонь, огонь, огонь! Прикончим гада. С характерным свистом, модулируемым акустическим проектором моей капсулы, ракеты устремились к линкору класса «Кошмар». Корабль охватила серия мелких взрывов. Мгновение казалось, что ничего не произошло. Но вот переборки корабля лопнули, словно спелый фрукт, выворачивая нутро в открытый космос. Мощный взрыв ослепил оптику дронов наблюдения. Еще один крейсер противника только что взорвался. Юркие истребители, словно рой назойливых насекомых, окружил соединение кораблей Санши, отрезая им путь к отступлению. Видимо, осознав бессмысленность сражения с мелкими целями, лазерные батареи линейных кораблей дали залп по Вере. Не достигнув цели, энергия когерентных лучей рассеялась в мощном электромагнитном поле защитного щита моего корабля. Мне тоже есть чем ответить. Гамма-2, Сигма-6, это красный лидер. Преследуем корабль противника. Прошу поддержки. Противник отступал. Недавнее поле боя усеивали крупные обломки вражеских кораблей. Выживших здесь быть не должно. Впрочем, у меня все равно были сомнения. Несмотря на полный разгром армады в финальной битве, сам Санша Куаки до сих пор считается пропавшим без вести. Его тело не нашли, а постоянные нападения на окраинные миры лишь подтверждают страшные опасения, что он еще вернется. С сокрушительной силой взрыв разломил последний линкор на 3 части. Командор, это красный лидер. Рапорт. Все цели уничтожены. Спасательных капсул на сканере нет. Потери. 1 пилот и машина. Прошу разрешения вернуться на базу. Отставить, красный лидер. Осмотрите всю базу. Просканируйте жилые блоки на предмет живой материи. Я хочу убедиться, что все колонисты Я на мгновение задумалась, подбирая слова. мертвы. Вас понял, командор. Гамма-2, сектор 3, Сигма-6, сектор 4, Сигма-4. За мной. Активировав камеры истребителей, я пристально всматривалась в структуры станции, скользившие внизу. Сканер не фиксировал никаких признаков жизни. Как вдруг что-то странное привлекло мое внимание. Сигма-6, 12 градусов, сектор К4, проверить. Вас понял, Кайсадона. Сближаемся. То, что через мгновение предстало моему взору, было просто ужасно. Монументальная структура из абсолютно черного металла, похожего на обсидиан, словно архаичная пирамида, была воздвигнута на одном из небольших астероидов.
По мере приближения связь с истребителями стала прерываться. Изображение искажалось. Нарушил эфир один из пилотов. Это красный лидер. От конструкции исходит сильный электромагнитный сигнал. Командор, это какой-то маяк. Нервозность в голосе пилотов меня настораживала. Датчики взревели. Множественные цели. 6. Отставить! 8! Нет, 20 сигнатур! Расстояние 3 астрономические единицы. Быстро приближаются. Командор! Бортовой компьютер анализировал информацию. Тем временем эфир заполняли помехи. Сотни переговоров вражеских кораблей Санша наводнили звездную систему. Это было вторжение. Звенья. Орбита авианосца 20 километров. Скомандовала я. Всему экипажу приготовиться к бою. Как бы то ни было, я нужна корпорации для решения нестандартных ситуаций. Что ж, вот одна из них. К бою.